Так, все, спускаемся вниз к машине, потому что начинаем наше путешествие в Хорватию. Так, увидимся в следующем пункте. Все, мы в Австрии. К сожалению, не получится сегодня не полетать на дроне, не показать красоту, что мы наблюдаем, но хотя бы вот так. Все, двигаемся дальше. Мы в Словении. И двигаемся дальше в Хорватию. Это мы уже даже границу пересекли. Все, гоним теперь по Словении. Так, ну вот мы в Хорватии, а теперь отмотаем немножко назад и посмотрим, как протекал наш путь в эту же Хорватию. Короче, смотрим видео про дорогу в Хорватию, да? Мы наконец-то добрались. Через Австрию и Словению. Через Австрию и Словению, да. Это было нелегко, но оно того стоило. Так, ну что, у нас первый пункт пункт отправления — это Бюнде. Снимать, кстати, я буду и на GoPro-шку, и на Соньку чередовать, потому что удобнее, сейчас еще и дождь идет. В итоге нам ехать до ночевки, мы едем с ночевкой, ночевать мы решили в этот раз не в Словении, а в Австрии. Нам ехать 7 часов 55 минут, приедем мы в 18:35 сегодня вечером. Ну что еще ты скажешь? Все? Стартуем? Стартуем. Так, у нас первая остановка на перекус на улице Дубарь, просто дикий, даже не то что Дубарь, там просто дикий ветер, мы остановились в туалет, вот сейчас думали на улице, перекусим, посидим, тут столики вот есть, ну как бы прикольно, как бы сделано все для того, чтобы вот перекусить, вот столики там, все, но нет, просто дичь, поэтому сейчас сделаем бутерброд и едем, просто едим по дороге, да? Стибери. Да. Так, нам осталось 4 часа ехать, 450 километров. Взяли кофеек, заехали, немножко подзаправились на 42 евро я заправился. По евро 91, самое интересное, на автобане. Топливо было, бак опять полностью уложил в ноль. Ну, сейчас перекусим и будем двигаться дальше. В 7:30 прибытие наше. Должны доехать. Как вы тут держитесь? У нас осталось 238 километров, показано 3 часа, и просто ехать практически невозможно. Почти ничего не видно вообще, дождь такой льет, просто дичь. Мы должны были в 7 приехать, уже в 9:15, 2 часа мы опаздываем. Еще и виньетку надо купить сейчас будет, через 15 километров нам сказали, сейчас мы на заправку заезжали. Насчет виньетки, говорят, через 15 километров плюс-минус там будет заправка, уже начнут продавать. Все, забежал, купил виньетки, наклеил, по 10 дней взял одну с сегодняшнего дня, а одну обратно с 25-го на всякий случай на 10 дней. Так, как нам выезжать? Держитесь левее. Окей. 20 евро обошлось 2 виньетки. Так что дешевле, чем, конечно же, Словения своими 44 евро. Ладно, нам осталось 2,52. Дорога, конечно, да, из-за дождя жесть. Но мы не унываем. Остается нам 125 километров, но тут даже невозможно ехать просто.
Мы практически стоим. Извините, я кушаю. И я наблюдаю, как у РС-4, у него двойной выхлоп с каждой стороны. У него вот эти вот заслонки. Он трогается, они бум, завелись, закрылись. И он поехал дальше, они опять открылись. Ну и прикольно наблюдать за этим всем, как оно работает. Нам осталось ехать 79 километров. Прибытие в 9:55. Мы позвонили, уже сказали, что мы не успеем заселиться. К 9 сказали, ничего страшного. Ну, конечно, деньги-то уже сняты. О, умотала дорога, просто кошмар, потому что пробки и дождь. Это вот ты... Когда нету пробки, ты не можешь ехать. В пробке, само собой, ты не можешь ехать, потому что ты стоишь. Тяжело очень. Тяжело. Но зато видно, конечно, класс. Ага, ну-ка, туалет есть ванна? Есть туалет. Все, то мы уже испугались, что у нас... Слушай, стиль такой крутой. Так, сейчас покажем быстренько нашу комнату. Короче, отель... Дети, подождите, не Сейчас, секунду. тараканы. Отель, мы, я так понял, попали в такой хоф, дворик, где много-много отелей, немножко отходит автобана в горе. Но... ничего сейчас не можем снять, потому что это жесть, темно и дождь. Но я не знаю, там должен быть... Блин, а ты посмотри, вот это вот. Это вот... Подожди, ты все надо? Посмотри, как сделано все круто, а? Там телевизор. Смотрите. Нет, Так, только разуться. Нет, разуться, пожалуйста, у входа. Дети, разуться у входа сразу. Это наша с Олей кровать. Это... Бля, вообще прикольно, то слушай, кровать и жесть. я вон там сверху хочу спать. Вот этот номер обошелся нам 100 евро. Он Дайте-ка есть, посмотрю. уже хорошо. Да. Так, ты где, малыш? А, прикольно, вот разделение такое. Ну, слушай, офигенный душ. Типа как в нашей старой квартире, такой, который в полу прям. Блин, мне нравится, классно. Завтрак с 7 до 10 у нас. Ну, как поспим, наверное, к 7 пойдем позавтракаем, посмотрим. Мне очень интересно, как... О, так тут... Блин, вообще круто, ты посмотри. Все, вот этот... Пока best of the best, я тебе скажу так, Зай. Вид из окна, конечно, наверное... Да. Так, Марк, туалет. Слушай, ну прикольно. Двери такие красивые. Так, ладно, будем умыться и завтра с утра попробуем все поснимать вокруг. Вот, всем утро доброе. Мы... Соня, подъем. Пошли, все. Идем на завтрак. Потом придем, уже соберем. Бери, Зай, ключик. Ночь прошла хорошо, если бы не две мухи, они работали посменно. Одну я завалил, а вторая потом прилетела. Так, давай, ключик ты взяла? Так, всем приятного аппетита. У нас кофе-фильтр. Ольке капучино взял, яйца, сыр, мясо, салатик. Дети там толстые, с нутеллой, с джемом. Перекусим и двигаемся. Единственное, что погода, конечно, вот. Виды здесь шикарные, но вон там горы. Блин, такой вид, а вот от дождь. Малыш, перестань. Так, все, мы позавтракали, уже загрузились. Сейчас будем отъезжать. Я хочу вам хотя бы немножко дождь перестал, он еще моросит. Показать. Я хотел на дроне здесь полетать, но я боюсь за дрон. Но здесь просто великолепно. Вот там горы. Там еще тоже горы, наверное. Наш отельчик со стороны. Горы. Я очень хотел здесь взлететь дроном, вот в округе полетать. Но, к сожалению, погода мне это сделать не позволяет. Блин, класс вообще, вот просто. Так, только тут еще и котята. Надо будет аккуратно сейчас выезжать. Ну, отель шикарный. Альпендорф. Я не знаю, как он правильно называется. Но
Класс. Так вас тут вообще много. И мама, и дети. Тут еще у них собака бегает. На волка, похоже, тоже местная. Ладно, все. Выезжаем. Двигайтесь на юг по дороге Элкондор. Затем плавно поверните направо. Так, все, загрузились. Нам показывает 4 часа... так, в 13:40 прибытие. Ехать нам 4 часа 21 минуту. Сейчас 9:19. Ну, посмотрим. Справимся ли мы за 4,5 часа. Все. Отправляемся. Все, мы уже въехали в Словению. Держим путь. Просто держим путь. Нам 53 километра осталось до Люблян. Там большая пробка, походу, показывает. Поэтому мы сейчас будем искать туалет заранее. Может, Что? психануть и по Люблянам погулять? По Люблянам? По Люблянам. По Люблянам. Да, по Люблянам. В Люблянах. Да, в Люблянах, да, в развалочку. Так, сначала туалет главное найти. Чтобы в пробке нормально, достойно держаться. Едем с женой, сейчас гадаем, за сколько мы пройдем словацко-славянско-хорватскую границу. Словацко-славянскую, хорватскую. Короче, границу в Хорватию. Я делаю ставки, что примерно минут за 40. Ты как? 25 минут. Так, мы заскочили на заправку местную в Словении. Да, что? Решили заправиться. Дизель по евро 80. Так что полный бак зальем, все равно по Хорватии кататься. Залили 40 литров у меня влезло до отсечки. Получается, если я 20 в Австрии заливал, то ровно. Вот мы бы сюда доехали на одном баке, а мы проехали 1129 километров. Вот ровно было бы. Одного бака на 1129 километров хватило бы. Ну так стоят, что. И все, и едем уже к границе. Нам до конечного пункта осталось 74 километра. Все. Так, что-то выезд был со Словении, мы просто подъехали, нам махнули рукой, ни документы, ничего не проверяли. А теперь въезд в Хорватию, Enter Croatia. Ну, я тоже думаю, наверное, много времени не займет, правильно? Все хорошо, двигаемся. Двигаемся прямо, все нормально, Сири. Все великолепно. Так, а нам куда? Enter Croatia, all passenger. Enter Croatia. Нам без разницы куда, короче. Так, все, границу прошли. Ехали в Хорватию, заплатили за дорогу евро 0,9. Или 8 кун это стоит. Так что все, двигаемся. Через 30 минут все, будем уже кофе у мамы пить. Так что огонь. Все, мы приехали. О, привет, мам.
Марк, да ты бабушку обними. Гордо тебе. Привет, Марик. Посмотрите на нее. А, гордо, боже мой, какая ты прекрасная. Так, вот и подошло к концу видео. Сейчас я тут усядусь поудобней. Подытожить, если дорога 1200 километров стала, потому что так 1142 до того места, где мы сейчас находимся. Это недалеко от реки Кострена. Мы сделали крюк небольшой, съехали с А10 трассы с ночевкой. Ну да, вот дорога у нас была с ночевкой, мы это сделали не за один день. Проблема была до Австрии, до отеля. Дождь и пробки вот под Мюнхеном, плюс мы еще в Мюнхен по ошибке заехали, там я с навигацией немножко отвлекся. В итоге дорога именно из Австрии, с отеля в Хорватию вообще прошла великолепно, потому что уже и погода была благоприятная, и как бы пробок практически не было, плюс границу мы проскочили вообще моментом, мы подъехали, документы посмотрели, и все, и сразу до свидания. И если по деньгам вот я заправил бак 60 литров, ну это уже, конечно, надо считать у кого какой расход, у меня 1.6 дизель, средний расход у меня показало 5.6. Это вот я обнулил, когда мы выехали. Если так посчитать, то мы на одном баке в среднем проезжаем 1100, по-моему, 20 километров, потому что я залился сразу в Германии. Сначала 20 литров, когда вот у меня не хватило, мы проехали 20 литров с топлива сжег и 20 литров я залил, потому что была супер прайс, я так еще удивился, что я не люблю, чтобы у меня в баке вот топливо ровно-ровно оставалось. Мало ли пробки, мало ли что, вот я люблю с полным баком. И потом 40 литров мы залили уже непосредственно в Словении по евро 80. Так что считайте, маунты, тоннели нам, один тоннель 13,5 евро что-то обошелся, один, по-моему, 7. И платная дорога в Хорватии евро 90. Виньетки в Словению 46 евро мне или 44 евро виньетка стала на месяц. В Австрию 2 виньетки по 10 дней обошлись мне там 18 евро. Кстати, если кому интересно, где мы останавливались в Австрии, могу скинуть ссылочку. Нам отель обошелся, вот, самое главное, забыл, 100 евро еще за отель мы отдали, 8 евро налогом, по 2 евро на человека. Там был бесплатный завтрак. Я хотел очень полетать дроном, потому что живописное место, я посмотрел фотографии, просто круто, но был дождь и, ну, никак. Так что, еще раз спасибо, подписываемся, ставим лайки, не забываем про все это, да. И ждем новые видео уже из Хорватии. Все, всем пока.